Лебеди – вечные символы величия и изысканности. Они проникают в сердца людей своей неподражаемой красотой уже многие тысячелетия. Эти прекрасные птицы с их осанкой и изящным полетом всегда вызывали восхищение у человечества. Неудивительно, что их красота стала вдохновением для легенд, песен и сказок, а также символом верности и преданности. Погрузимся в удивительный мир лебедей, этих непревзойденных красавцев водоплавающих просторов. Семейство утиные и отряд гусеобразные приютили в себе этих благородных созданий. Сегодня на Земле обитает всего лишь 7 видов лебедей, а в прошлом их было в разы больше. Но, к сожалению, многие погибли из-за вмешательства человека. Лебеди – это не просто птицы, они настоящие художники природы. Их оперение, словно полотно художника, сочетают в себе белоснежные, угольно-черные и серебристо-серые оттенки, создавая впечатление невероятной красоты и гармонии. С размахом крыльев, достигающим почти 2 метров и весом менее 15 килограмм, лебеди поражают своей мощью и величием. Их клювы, будто отлитые из самого драгоценного металла, могут быть серыми или голубо-желтыми, добавляя индивидуальности каждому представителю этого великолепного рода. Но это еще не все. У лебедей длинные гибкие шеи, которые помогают им найти пищу под водой, создавая неповторимый облик грации и изящества. На Земле эти птицы не так уверенно себя чувствуют, ведь их короткие лапы не так приспособлены к суше, как в воде. Но в воздухе они великолепны, благодаря мощной мускулатуре крыльев. Осенью лебеди устремляются на юг, создавая неповторимые зрелища. Их грустные крики навсегда останутся в памяти, словно прощание с местом, пока не наступит следующая весна. А как не вспомнить великого Чайковского, чья музыка к балету «Лебединое озеро» стала истинным воплощением красоты и грации этих прекрасных птиц. Вдохновленный Лебединым озером замка Нойшвейштайн в Германии, Чайковский вложил в свое произведение всю величественность и изящество лебединого полета. Различить самку от самца не так просто, ведь их размеры и окраска практически идентичны. Даже птенцы, только появившиеся на свет, не уступают своей уникальности. Их пушистое оперение окрашено в различные оттенки серого, создавая картину, наполненную нежностью и невинностью. В воде лебеди становятся настоящими хозяевами. Их походка медленная и величественная отличается от других птиц. С помощью своей длинной шеи они ловко вылавливают пищу, погружаясь в воду и оставляя лишь попу с хвостом на поверхности. Но даже в этом погружении в мир водной глади они остаются бдительными, зная, что опасность может подстерегать на каждом шагу. Когда угроза становится непомерной, лебеди не сдаются. Они либо стремительно уплывают, показывая свою скорость и грацию, либо при необходимости развивают мощные мускульные крылья, словно прыгая по воде, чтобы ускорить свое бегство. И если и это не поможет, они взмывают в воздух, оставляя опасность далеко позади. В зоопарках или парках, где они ощущают себя в безопасности, лебеди проявляют свою удивительную адаптивность. Они быстро привыкают к присутствию людей и даже доверяют им, принимая еду из рук посетителей. Но дайте повод им почувствовать угрозу, и вы увидите, насколько они решительны в защите своего пространства и своих партнеров. Лебеди не просто красивые птицы. Они владеют силой и грацией, способными поразить любого своей мощью. Их крылья могут размахивать на 2 метра, а удар крыла – это настоящее испытание для любого, кто осмелится противостоять им. Но не все лебеди одинаковы. Черные лебеди обычно более миролюбивы, в то время как белые лебеди-шипуны, кажется, заложили в своей природе долю задора и бесстрашия. Неизменно для всех видов лебедей остается их перелетный образ жизни. Осенью они собираются в стаи и отправляются в долгое путешествие к южным краям, где ожидают теплые страны и уютные водоемы. И когда наступает весна, они возвращаются, напоминая нам о вечном круговороте жизни. Легенды говорят о долгой жизни лебедей, но даже если это всего лишь сказки, они остаются символом вечности и красоты в нашем мире. Эти великолепные птицы выбирают для своего жительства места с умеренным климатом. Они заселяют пространство от Европы до Азии, от Африки до северной части Южной Америки. Некоторые из лебедей стали символами национального достояния в разных странах. Кликун – это гордость Финляндии, а шипун – национальное богатство Дании.
В Англии лебеди-шипуны, которые считаются собственностью королевы, стали иконой королевской кухни, хотя их мясо доступно только для королевской семьи. Лебеди – это не только удивительные путешественники, они также мастера выживания. Они предпочитают гнездиться на озерах с берегами, заросшим камышом, и часто посещают побережья морей, где водится тростник. Если их не тревожат, они без стеснения останавливаются вблизи населенных пунктов. Лебеди могут и остаться на зиму, если есть непромерзающие водоемы, несмотря на то, что считаются перелетными птицами. Под покровом тихих вод их питание становится настоящим искусством. Их длинная шея умело достает корни и стебли растений. А вдруг пойманная лягушка или мелкая рыбка добавляют разнообразия в их рацион. Выходя на сушу, лебеди, как настоящие гурманы, не прочь пощипать травку. Белые лебеди считаются настоящим гурманом и могут съесть до 25% своего веса за сутки. Непогода или повышение уровня воды могут затруднить им поиск пищи. Но даже в таких ситуациях они остаются верным своим местам. Весной, когда природа просыпается от зимнего сна, лебеди возвращаются к своим привычным местам обитания. Некоторые из них возвращаются рано, когда водоемы еще покрыты тонким ледяным покровом, а другие заселяют свои уголки практически в мае. Это особенно актуально для самых северных пределов их ареала. Вернувшись, они обычно образуют пары, ведь именно здесь они находили своих партнеров. Лебеди – это птицы, верные своему партнеру. Они формируют пары на всю жизнь. И если что-то случается с одним из них, второй не ищет себе нового спутника. Легенды гласят, что потерявшие своего партнера лебеди не в состоянии продолжить жизнь и умирают от горя. Сегодня это считается лишь сказками, так как ученым пока не удалось доказать подобные легенды. После возвращения пара лебедей выбирает заранее подготовленное место для гнездования. Гнездо построено из веток, сучьев, камыша и сухой травы. Всегда располагается на воде. Лебеди с огромным рвением защищают свое гнездо от посягательств сородичей, часто ведя ожесточенные схватки. При опасности они кричат и бьются крыльями, а в крайнем случае покидают гнездо, оставив его во власти угрозы. Когда паре удается защитить гнездо, самка откладывает несколько яиц и начинает их высиживать. Этот процесс может занять до 40 дней, после чего из яиц появляются птенцы. В это время самец охраняет гнездо и предупреждает о возможной опасности. В случае угрозы они могут засыпать гнездо пухом и взмыть в небо. Пока опасность не минует, они кружат над своим гнездом, его защищая. Если вы наткнетесь на гнездо лебедя с яйцами или птенцами, лучше уйти. Птицы очень ревностно защищают свое потомство, используя крылья и клюв. Они могут нанести серьезные травмы, а иногда и смертельные. Когда птенцы вылупились, они сразу начинают самостоятельно передвигаться и искать еду, но родители всегда рядом. Вплоть до осени они остаются под защитой родителей, которые обучают их выживанию. Потом всем семейством они отправляются в дальнее путешествие на зимовку. Весной цикл повторяется. Лебеди – сильные птицы, у которых мало естественных врагов. Однако, пока птенцы не окрепнут, они подвержены опасности от волков, медведей и хищных птиц. На них могут охотиться и некоторые земноводные, а лебеди, обитающие в Австралии, часто становятся добычей собак динго, характерной только для этого региона. Лебеди – символ творчества и грации. На протяжении веков эти благородные птицы вдохновляли поэтов, художников, писателей и многих других. Они стали образом чистоты и душевной красоты, что олицетворяло творческий дух и идеалы эстетики. Их гордая осанка и элегантные движения увлекают взгляды, создавая завораживающее зрелище. Пара лебедей, проплывающая мимо с поднятыми головами, словно королевский карнавальный переход, оставляет впечатление неповторимой красоты. Этот неповторимый союз – настоящий урок для человечества, особенно в наши дни, когда стабильные и долгие отношения становятся редкостью. Сегодня мы прощаемся с этими великолепными созданиями-лебедями. Их изящество, грация и красота оставляют незабываемый след в наших сердцах. Пусть их крылья всегда носят ветер перемен, а путешествие вдоль водных просторов будет полно вдохновений и радости. Друзья, а вы не забудьте подписаться на канал и жмякнуть большой палец вверх. Берегите природу и всем пока!